Здравия желаю! В сегодняшнем видео мы с вами разберемся, как по-английски, английском, обзывать кашу. Для начала хочу напомнить, что у меня есть Instagram и, о боже, Telegram Kirells_English. А также, если вы хотите, онлайн уроки со мной. В описании под этим видео есть все ссылки. Также я хочу напомнить для тех, кто не помнит или, может быть, даже не знает. У меня высшее образование, 3 даже, портсигара импортных. Я на минуточку магистр, Федор Двинятин, практически. Я там не какая-то чилийская лохушка. Oatmeal, farina, grits, congee, Bob's Red Mill, cream of rice, cream of wheat, buckwheat. Что общего между этими названиями? Отвечаю, это все социокультурная составляющая американского завтрака, по большей части. Конечно, вы можете есть это в любое время дня, но вот в культуре американцев принято это есть утром. И это то, что русский человек обзовет кашей. У меня вопрос. А как вы назовете кашу по-английски? Именно в американском английском, то есть или в Канаде, если вы живете в Канаде, или в Соединенных Штатах. Мы все прекрасно знаем, что если вы живете там, где туманный Альбион, это porridge, ну или там все вариации. Сейчас мы это не рассматриваем. Поставьте видео на паузу, походите из угла в угол, из комнаты в комнату и попытайтесь чего-нибудь надумать, а потом, когда в русском языке мы говорим «я на завтрак ел кашу», или на обед, или на ужин, у нас универсальные продукты, мы очень много называем этим общим словом, так называемым umbrella term, каша. Рисовая, пшеная, гречневая, манная, киноа, булгур и так далее. Мы не уточняем, мы говорим каша, и всем все понятно, потому что каша — это многозначное слово. Если я скажу, что у меня на завтрак была каша или на ужин я ел кашу, у вас не будет никаких сомнений, вы прекрасно будете себе более или менее понимать, что это такое. Что-то вареное, может быть с мясом. Если на завтрак, то, скорее всего, может быть какая-то подслащенная, даже с кусочками фруктов. Если на ужин, то вряд ли вы подумаете, что это с кусочками фруктов. Тем не менее, как же это все обозвать? И здесь вас подстерегает небольшой surprise. Americans do not have a general word like каша в русском языке. У них просто этого общего слова, такого umbrella term, не существует. Вот нет у них нашей с вами каши. Вопрос, что есть? А тут уже нужно смотреть по контексту и конкретизировать. То есть общее слово, оно называется hot cereal. На экране сейчас вы можете видеть примеры, разные названия брендов hot cereal, и там мелкими буквами написано. Но это не общеупотребительный термин. Hot cereal пишут на коробках. Это у вас может быть какая-то презентация в школе, вы рассказываете о видах. В бытовом языке человек вряд ли скажет «Hey, let's make some hot cereal». А в бытовом языке, в everyday English, люди скажут вам конкретное название той каши, которую вы хотите готовить. И именно этим названием нужно назвать кашу. То есть если мы с вами обсуждаем тему «My typical morning», например, или «My typical weekend», и там вы говорите, что I wake up early in the morning and I start my morning, или I like to start my morning with каша. И тут у вас в голове, боже, porridge, rice pudding. Но нам, русскоговорящим, это не совсем понятно, потому что мы обычно как говорим, ну, я на завтрак ем кашу. Все. Мы там не уточняем. Манную кашу, это уже конкретно, если вас прижмут в угол граблями, то вы будете говорить, что вы там едите, и сколько раз, и с кем. А так, в общем-то, просто вот этого слова каша хватает, согласитесь. Все названия каш, основные, которые здесь на слуху, я назвал в начале. То, что вы слышали, когда я говорил канджи, не путать, кто изучает японский и китайский с иероглифами, ничего общего. Oatmeal, grits, polenta. Это как раз все известные американскому уху названия каш. То есть вот так вам нужно говорить. Если вы кушаете гречку, ой, простите, сейчас же в комментариях скажут, что нельзя говорить кушать. Едите гречневую кашу с молоком и так далее. А если вы общаетесь в какой-нибудь Jewish community, вы можете сказать buckwheat. Там поймут.
Для General American Public buckwheat тоже не совсем понятно, многие не знают, что это такое. Поэтому вы можете здесь уже сказать, что buckwheat it's a type of hot cereal. Тогда можно, если вам нужно объяснить. А так конкретно какое-нибудь название. То есть, если вы едите манную кашу, вместо semolina вы можете сказать cream of wheat, ближайший сородичу. Cream of wheat. Либо cream of rice, если у вас рисовая каша какая-нибудь. Или также можно сказать rice porridge. Почему бы и нет, американцы это тоже прекрасно поймут. Но 95% все-таки американцев на завтрак поедают oatmeal. Всеми нашим любимую известную oatmeal. В разных вариациях. Если вы с юга обширной американской страны, то вы можете сказать grits. Это из кукурузной муки что-то. Grits. Либо по названию бренда той же самой кукурузной каши это polenta. Конкретно. Ели кашу на кукурузной муке? Будьте добры, приведите конкретный пример, как называется этот бренд. Или назовите, что это кукуруза. Если ели манку, будьте добры с пшеницей. Гречку тоже объясните. А вот искать какого-то общего слова так, чтобы было понятно, как нам, сказать каша и все, и вы думаете, что человеку будет понятно. К сожалению, такого нет. Today, Monday, and tomorrow, I'll be following a medical liquid meal diet, which includes hot cereal with milk, soup, more soup, and oatmeal. You know, for breakfast time, we have oatmeal, hot cereal, cold cereal, whatever. Usually with a lot of fruit on it. Why not call it hot cereal or porridge, I asked. It can also be stirred into yogurt or hot cereal and is great for baking. Напоминаю, что когда вы изучаете язык, очень важно хотя бы поверхностно знать культуры, традиции, вообще, что в социуме происходит в стране, потому что так вам будет легче понимать реалии. Особенно, если вы увлекаетесь просмотром фильмов и сериалов на языке оригинала. Ведь без социалки шутки вы можете не понять очень часто. То есть, если вы едите oats на завтрак, вам повезло, вы можете просто сказать I eat oats for breakfast. Если у вас уже просто вы хотите сказать каша, вы можете сказать I eat hot cereal for breakfast. Это будет самый идеальный вариант, а вас поймут. I eat hot cereal for breakfast. Почему hot? Потому что, помните, есть еще cold cereal, это вот эти вот кукурузные хлопья, вот эта вся фигня, которая замачивается в молоке и в холодном виде в больших количествах поедается. Это уже будет просто либо cereal, либо cold cereal, поэтому их различают. There you have it. Теперь у вас есть слово на все случаи жизни, но только помните, что в быту народ здесь, местный, он уточняет конкретно, что вы себе положили в рот. Я желаю всем отличных выходных. Пока.